Туманное утро над озером Ван создавалось словно специально для интригующих историй. Рыбаки, облюбовавшие себе места вдоль берега, разговаривали вполголоса, чтобы не потревожить спокойствие природы и не отпугнуть рыбу. Среди них был молодой Ахмед, всегда любопытный и внимательный к окружающему миру. Неожиданно его внимание привлекло что-то необычное. Он негромко привлек внимание товарищей, указывая на камни у воды. В дымке утреннего тумана они заметили рыжую лису, которая умело вылавливала рыбу из прибрежных вод, ее хвост мелькал, а мордочка раз за разом погружалась в воду. Старший рыбак, Мехмед, лениво затягиваясь трубкой, сообщил, что эта лиса уже давно посещает озеро и славится своей хитростью. Он заметил, что рыжая красавица ловит рыбу лучше многих котов. Однако вскоре тишину нарушило появление другой фигуры, издалека кажущейся призраком. Это была маленькая белая кошка, пушистая, словно снежный ком, она медленно шла прямо к лисе. Ахмед не выдержал и прошептал в тревоге, опасаясь за животное, однако Мехмед жестом остановил его, попросив не вмешиваться. Когда кошка приблизилась, лиса подняла голову и внимательно посмотрела на незваную гостью. Встретившись взглядами, две природы, казалось, замерли в тишине. Лиса не проявляла агрессии, наоборот, завиляла хвостом и, к удивлению всех, подошла к кошке, нежно дотрагиваясь носом до ее мордочки. Это зрелище удивило рыбаков, заставив их пересматривать свои представления о природе. История необычной встречи началась несколько лет назад, когда оба животных были еще совсем маленькими. Их принесли в реабилитационный центр на окраине города, и так случилось, что лисенок и котенок оказались вместе в одной клетке. Лису назвали Шафак, что означало рассвет, а белого котенка– Памук, что переводилось как хлопок. Айша, хозяйка центра, объяснила, что вынуждена была разместить их вместе из-за нехватки мест, даже не предполагая, что из этого выйдет. Соседство обернулось крепкой дружбой. Шафак и Памук не только делили еду и место для сна, но и учились друг у друга. Айша с восхищением наблюдала, как Шафак учил Памук охотиться, а котенок, в свою очередь, показывал, как правильно умываться лапкой. Малыши были практически неразлучны, их игры и взаимопомощь стали символом гармонии. Когда лисенок подрос, настал момент возвращения в дикую природу. Айша объясняла своим помощникам, что лиса должна вернуться в лес, ведь это ее естественная среда. В день расставания Шафак и Памук долго прощались, словно понимая, что их пути расходятся. Лиса скрылась в густом лесу, а кошка осталась в центре, грустно наблюдая за уходящей подругой. Однако Памук не захотела мириться с разлукой. Через некоторое время кошка сбежала из центра и отправилась искать подругу. Ее путь привел к озеру Ван, где она нашла приют у рыбацкой семьи. Тем временем Шафак обустраивалась в дикой природе, вырастила 3 лисят и научила их всему, что знала сама. Однако что-то продолжало тянуть ее обратно к тому самому озеру. И вот, однажды на рассвете, они встретились. Рыбаки были поражены, наблюдая, как две противоположности, дикая лиса и домашняя кошка, взаимодействовали так, словно никогда не расставались. Они охотились вместе, делили добычу и даже играли, как в былые времена. Постепенно это стало привычным явлением для жителей деревни, которые с улыбкой наблюдали за необычной парой. Прошло время, и их дружба только укрепилась. Шафак и Памук стали местной легендой. Люди рассказывали, что видеть их вместе– к удаче. Рыбаки заметили, что, когда эти двое появлялись на берегу, улов был особенно богатым. Айша, узнав об их судьбе, была глубоко тронута. Она говорила, что эта история– яркое напоминание о том, как природа может разрушать барьеры и строить мосты между самыми разными существами. Летом у дома, где жила Памук, можно было увидеть удивительную картину. Лисята и котята играли вместе под присмотром своих родителей. Это было редким явлением, которое заставляло задуматься о том, что дружба действительно не знает границ. Шафак и Памук доказали, что любовь и привязанность могут преодолевать любые преграды. Старый Мехмед, вспоминая их историю, говорил, что она изменила его взгляд на мир. Он рассуждал, что люди часто слишком уверены в своих знаниях о природе, не оставляя места для чуда. Однако иногда животные учат нас большему, чем мы можем представить. Эта история стала напоминанием о том, что мир сложнее и прекраснее, чем кажется на первый взгляд. Теперь рыжая лиса и белая кошка стали символом гармонии и взаимопонимания.
Их дружба вдохновляет людей, показывая, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти общий язык. Урок, который оставили Шафак и Памук, остается актуальным, неважно, насколько мы разные, главное, чтобы мы могли любить и понимать друг друга. На берегу озера Ван все еще можно увидеть эти две фигуры, рыжую и белую, вместе смотрящих на воду. Их история продолжает жить, вдохновляя всех, кто ее узнает.